вы вот-вот откроете один из самых древних и простых секретов, который буддийские монахи используют для привлечения процветания. Речь идет не о пустых обещаниях или сложных формулах, а о мощном ритуале, который действует напрямую на ваше энергетическое поле, пока вы спите. Предмет – что-то настолько обычное, что, вероятно, уже есть у вас дома. И именно эта простота делает его таким особенным. Когда он заряжен правильным намерением, он может открыть двери изобилия и изменить вашу финансовую реальность. Монахи верят, что во время сна наш разум входит в глубокое состояние восприимчивости, словно становится открытым каналом для получения благословений Вселенной. Именно в этот момент тихие духовные практики могут действовать сильнее всего, потому что сознательный ум, переполненный заботами, замолкает, а подсознание впитывает энергию процветания. Представьте, что каждую ночь вы засыпаете с ощущением, будто нечто могущественное трудится на вашу пользу, даже когда вокруг тишина. Люди, практиковавшие этот ритуал, рассказывают о поразительных переменах. Долги неожиданно погашаются, возможности для бизнеса появляются из ниоткуда, а чувство покоя, казавшееся недостижимым, становится реальностью. И прежде чем я раскрою все детали, напишите в комментариях: я заслуживаю процветания и принимаю изобилие, которое Вселенная приготовила для меня. Эта простая и мощная фраза – первый шаг к активации энергии богатства в вашей жизни. Произнесите ее сейчас с убежденностью и почувствуйте разницу. Теперь глубоко вдохните, откройте разум и приготовьтесь понять, почему простой предмет под подушкой может изменить вашу финансовую судьбу. Невидимая сила предметов вокруг нас. С древних времен духовные наставники понимали, что все во Вселенной обладает собственной вибрацией. Каждый предмет вокруг нас, будь то камень, лист или простая монета, хранит тонкую энергию, взаимодействующую с нашей. В буддизме считается, что определенные элементы, используемые с правильным намерением, становятся настоящими магнитами процветания, потому что резонируют с чистотой изобилия. Это не фантастическая магия, а духовная наука, основанная на естественном потоке энергии. Вспомните место, где вы живете. Замечали ли вы, как чистые и организованные пространства дышат хорошей энергией, а комнаты, полные беспорядка и забытых вещей, создают ощущение тяжести и усталости? Это не только психология. Каждый предмет хранит энергетические воспоминания, позитивные или негативные, и влияет на наше эмоциональное состояние, а значит, и на нашу способность привлекать хорошее. Буддийские монахи всегда были мастерами в выборе правильных предметов для усиления духовных практик. Они учат, что секрет не в материальной ценности вещи, а в ее символизме и намерении, с которым она используется. Предмет, освященный мыслями благодарности и процветания, несет своего рода энергетическую подпись, которая вибрирует и откликается Вселенной. Поэтому простые действия, совершенные с открытым сердцем, способны дать удивительные результаты. Осознание этой невидимой силы – первый шаг к изменению отношений с тем, к чему вы прикасаетесь каждый день. Каждый предмет, попадающий в ваш дом или находящийся рядом с телом, тонко влияет на ваше энергетическое поле. Именно поэтому, оказавшись в нужном месте, в нужное время и с правильным намерением, простой предмет может стать мощным инструментом финансовой манифестации. Почему подушка – энергетический портал во время сна? Подушка не просто опора для головы. С духовной точки зрения она считается настоящим энергетическим порталом. Пока мы спим, тело погружается в глубокий отдых, но духовный разум, то, что называют подсознанием или высшим сознанием, остается активным, впитывая впечатления и энергии. Буддийские монахи учат, что именно во сне мы наиболее восприимчивы к тончайшим вибрациям Вселенной, поскольку барьеры рационального ума растворяются. Когда вы кладете голову на подушку, происходит важное. Область затылка и головы, тесно связанная с верхними энергетическими центрами, вступает в прямой контакт с вибрационным полем предмета, лежащего под ней. Словно ваш ум в тишине начинает разговаривать с тем, что находится рядом.
Поэтому то, что мы помещаем возле подушки во время сна, глубоко влияет на мысли, эмоции и даже сны. В буддийской традиции сон рассматривается как священный момент, когда намерения, посылаемые перед засыпанием, легче всего путешествуют по универсальному потоку. Все, что вы мысленно сеете в этот миг, прорастает на плодородной почве подсознания. Если под подушку положить предмет, символизирующий процветание, он становится энергетическим якорем, тихим напоминанием Вселенной о вашей готовности принимать изобилие. Именно поэтому монахи и духовные практики уделяют особое внимание пространству для сна. Каждая ночь – это шанс посадить невидимые семена, которые со временем расцветут в виде возможностей, встреч и неожиданных решений. Так подушка перестает быть просто местом отдыха и превращается в точку соединения между вашим внутренним миром и благословениями Вселенной. Простая монета как ключ к привлечению изобилия. Среди всех предметов, способных активировать энергию процветания, монета всегда занимала особое место в духовных практиках, включая буддизм. Но секрет не в ее номинале, а в символизме. Монета представляет поток давать и получать, непрерывное движение богатства в мире. Кладя ее под подушку, вы посылаете Вселенной ясный сигнал. Я готов получать и нахожусь в гармонии с энергией изобилия. Буддийские монахи учат, что монета – мощный символ, потому что побывала в руках множества людей, впитав коллективную вибрацию обмена и процветания. Каждая монета несет историю движения, историю передачи богатства, и эта история продолжает жить энергетически. При правильном намерении она становится физическим напоминанием о финансовом потоке, который вы хотите привлечь. Неважно, новая монета или старая, крупная или мелкая, главное – эмоциональная связь, которую вы с ней создаете. Выбирая монету, уделите момент, чтобы подержать ее, почувствовать вес и задуматься обо всем, чего желаете финансово достичь. Этот простой акт начинает насыщать монету вашим намерением, превращая ее из обычного предмета в духовный инструмент. Интересно то, что благодаря своей простоте и доступности этот ритуал может выполнить любой. Не нужны редкие или дорогие вещи. Монахи всегда говорили, что сила не в предмете как таковом, а в сознании и чувствах, которые в него вкладываются. И монета, столь привычная в повседневной жизни, идеально подходит, потому что напрямую соединяет нас с идеей процветания без лишних усложнений. Как осветить монету перед тем, как положить под подушку? Прежде чем положить монету под подушку, необходимо подготовить ее энергетически. В буддизме считают, что любой предмет можно очистить и осветить, чтобы он нес новое намерение. Это удаляет старые энергии, которые монета могла впитать, переходя из рук в руки, и настраивает ее на вибрацию процветания, которую вы намерены привлечь. Первый шаг – физическая и энергетическая очистка. Возьмите монету и промойте проточной водой, предпочтительно держа в правой руке и мысленно произнося: «Пусть вся энергия, не принадлежащая мне, уходит». При желании можно использовать немного крупной соли или воду с щепоткой риса, традиционные буддийские элементы очищения. Затем высушите монету чистой тканью, предназначенной только для ритуалов, избегая полотенец из повседневного обихода. Далее следует главный момент – освещение. Держите монету обеими руками, закройте глаза и сосредоточьтесь на всем, чего хотите достичь финансово. Представьте свою жизнь без долгов, новые возможности, гармоничный и радостный дом. Почувствуйте, каково это – просыпаться каждое утро в финансовом спокойствии. Пусть это ощущение заполнит каждую клетку тела, словно вы впитываете энергию изобилия. Пока визуализируете, повторяйте мысленно или тихо: «Я открываю свою жизнь процветанию». Эта монета – символ постоянного потока богатства, приходящего ко мне. Говорите уверенно, но спокойно, будто уже благодарите за то, что в пути. После этого положите монету на несколько минут в чистое и тихое место, на маленькое блюдце или белую ткань. Этот короткий отдых символизирует покой энергии перед активацией под подушкой.
С этого момента монета будет освещена и готова служить мощным магнитом процветания во сне. Точное время, когда нужно класть монету под подушку. В буддизме момент выполнения ритуала столь же важен, как и сам акт. Класть монету под подушку нельзя как попало. Внутреннее состояние и окружающая энергия напрямую влияют на результат. Монахи учат, что ночь – наиболее мощное время для практик процветания, поскольку тогда разум полностью отдается отдыху и становится восприимчивее к духовным посланиям. Лучше делать это незадолго до сна, в спокойной и чистой обстановке. Избегайте перед сном негативных новостей, споров или любой деятельности, вызывающей напряжение. Ваш ум должен быть в мире и открытости, ведь то, что вы чувствуете, засыпая, это вибрация, которую будете посылать Вселенной всю ночь. Сядьте на край кровати, возьмите освещенную монету и сделайте 3 глубоких медленных вдоха, словно очищая остатки беспокойства. Затем аккуратно положите монету под подушку со стороны, где обычно лежит голова. Этот нюанс важен. По учению буддистов, близость к энергетическим центрам головы, особенно к области лба, связанной с чакрой интуиции, облегчает усвоение энергии процветания. Положив монету, лягте и ненадолго сохраните тишину. Представьте, будто золотой свет окружает вашу голову и растекается по всему телу. Почувствуйте, как этот свет, непрерывный поток богатства и возможностей, мягко входит в вашу жизнь. Эта последняя мысль перед сном крайне важна. Она задает чистоту, которую подсознание будет держать всю ночь. Если возможно, держите монету под подушкой 7 ночей подряд, каждый раз повторяя тот же процесс спокойствия и визуализации. Такое повторение создает непрерывное энергетическое поле, усиливая послание изобилия, которое вы посылаете Вселенной. Ошибки, блокирующие процветание при выполнении ритуала. Хотя ритуал кажется простым, он требует внимания к деталям, которые при игнорировании могут полностью перекрыть поток процветания. Буддийские монахи предупреждают: мало просто положить монету под подушку, нужно быть настроенным на правильную энергию. Маленькие промахи способны нейтрализовать всю духовную работу. Одна из частых ошибок – выполнять ритуал в попыхах или без истинного намерения. Многие кладут монету механически, как эксперимент, чтобы проверить, работает ли. Такое отношение передает сомнение и неверие, а сомнение – это барьер, мешающий изобилию проявиться. Важно проходить каждый этап спокойно, как священный акт, чувствуя сердцем связь с чем-то большим. Другая ошибка – засыпать с негативными чувствами. Гнев, страх, обида или чрезмерная тревога создают вибрацию, противоположную процветанию. Даже освещенная монета не поможет, если ум посылает сигналы нехватки. Поэтому монахи рекомендуют перед сном практиковать благодарность, пусть даже за мелочи – дом, пищу, здоровье. Также нельзя использовать эту же монету в повседневных расходах во время ритуала. Если вы достаете ее из-под подушки, чтобы потратить, разрушаете созданное энергетическое поле. На дне ритуала монета должна оставаться священным символом, отдельным от обычного использования, пока ее духовная функция не выполнена. Наконец, многие бросают ритуал слишком рано. Энергию процветания нужно взращивать как семя. Иногда результаты приходят быстро, но в других случаях Вселенной нужно время, чтобы перестроить обстоятельства. Настойчивость с верой и терпением – знак доверия. Именно он привлекает больше возможностей. Избегая этих ошибок и сохраняя ум в позитиве, вы превращаете монету в настоящий канал изобилия, каждую ночь усиливая послание процветания, посылаемое Вселенной. Реальные истории финансового преображения с этим ритуалом. На протяжении веков монахи и духовные практики собирали впечатляющие свидетельства силы простого размещения монеты под подушкой с правильным намерением. Эти истории не фантазии. Их делились обычные люди, которые последовали учению с верой и дисциплиной и внезапно увидели удивительные финансовые перемены. Один из самых известных рассказов о торговце из небольшой буддийской деревни.
Он переживал тяжелое время, долги, почти полное отсутствие продаж и постоянное уныние. Местный монах, заметив его тревогу, научил его ритуалу с монетой. Торговец каждую ночь освещал монету, клал ее под подушку и засыпал, представляя свой магазин, полный клиентов. Меньше чем за месяц путешественник обнаружил его товары и стал закупать их оптом в другой город. Вскоре долги были погашены, а бизнес расцвел как никогда. Еще один вдохновляющий случай – женщина, которая все время боялась, что не сможет оплатить счета. Она начала ритуал с простой монетой, найденной дома. 7 ночей подряд она выполняла процесс с преданностью, повторяя: «Я заслуживаю процветания и принимаю все возможности, приходящие ко мне». Спустя несколько дней она получила неожиданное предложение работы с лучшей оплатой и условиями, о которых не могла мечтать. Такие истории повторяются в разных культурах и эпохах, показывая: ритуал пробуждает в нас глубокую уверенность. Когда ум настраивается на это доверие, он притягивает возможности как магнит. Монахи подчеркивают: ритуал – не быстрая магия, а способ открыть двери, чтобы Вселенная послала решения, которые, возможно, уже были рядом, ожидая подходящего момента. Эти истории напоминают: процветание – не только финансовое состояние, но и состояние ума. Когда вы верите, чувствуете и каждую ночь соединяетесь с этой энергией, вы становитесь частью потока изобилия, который уже испытали многие люди. Усильте силу ритуала мыслью перед сном. Заключительный этап ритуала прост, но, возможно, самый мощный. Мысль, которую вы лелеете перед сном. В буддизме считают, что последние минуты перед засыпанием – священное время, когда подсознание полностью открыто для позитивных программ. То, что вы ощущаете и думаете в этот момент, становится энергетическим семенем, посеянным в плодородной почве духа. Положив монету под подушку и устроившись, закройте глаза и глубоко дышите, будто каждый вдох втягивает процветание, а каждый выдох уносит тревогу. Затем сосредоточьтесь на короткой фразе, насыщенной намерением. Одна из самых используемых монахами. «Изобилие течет ко мне легко и с благодарностью». Повторяйте мысленно, мягко, словно шепотом во Вселенную, пока тело не расслабится. Если хотите, можете визуализировать образы, связанные с процветанием. Представьте, как получаете хорошие финансовые новости, заключаете выгодную сделку или находите неожиданные возможности. Секрет – почувствовать, будто все это происходит сейчас, вызывая реальное чувство радости и облегчения. Такое чувство создает сильную вибрацию, как четкий сигнал Вселенной. «Я готов получать». Важно также засыпать с благодарным сердцем. Перед тем, как уснуть, вспомните хотя бы 3 вещи, за которые уже благодарны. Благодарность – одна из самых мощных энергий для привлечения процветания. Она сообщает Вселенной, что вы цените уже имеющиеся благословения, открывая место новым. Повторяйте это каждую ночь, пока монета под подушкой. Со временем вы заметите тонкие изменения, спокойнее отношение к деньгам, появление возможностей, люди, предлагающие помощь или сотрудничество. Главное – практиковать с верой и постоянством, зная, что каждая ночь – еще один шаг к жизни в изобилии. Процветание – это не только цифры или удача. Прежде всего, это состояние духа, согласованность с энергией Вселенной. Простая монета под подушкой может показаться малым жестом, но когда он наполнен намерением, верой и благодарностью, она становится мощным символом открытости к изобилию. Каждую ночь вы посылаете Вселенной молчаливое сообщение: «Я заслуживаю процветания и принимаю все хорошее, что идет ко мне». Помните, ритуал выходит за рамки привлечения денег. Он создает внутреннюю трансформацию, очищая эмоции перед сном, освещая монету позитивными мыслями и засыпая с благодарным сердцем, вы меняете взгляд на жизнь и связь с окружающими возможностями. Те, кто практикует дисциплинированно, сообщают не только о финансовых достижениях, но и о большем внутреннем покое и ясности в решениях. Практикуйте с уверенностью. Посвящайте ночи этому священному моменту
Относитесь к монете как к символу нового этапа и оставайтесь настойчивыми, даже если результаты не появляются сразу. Вселенная отвечает тем, кто верит и продолжает. И я хочу, чтобы вы укрепили это намерение сейчас. Напишите в комментариях: «Я готов принять процветание в свою жизнь». Заявите об этом публично, как о первом шаге к согласованию ваших слов, мыслей и действий с энергией изобилия. Пусть каждая ночь этого ритуала станет приглашением для большего количества возможностей, радости и богатства войти в вашу жизнь. Процветание уже в пути. Доверьтесь, благодарите и принимайте. И